Всем привет! Сегодня покажу весь мой путь от неудач до идеального сахарного печенья из фильма «Игра в кальмара». Покажу все ошибки, которые у вас могут возникнуть в процессе приготовления. Надеюсь, что мой опыт поможет вам и у вас с первого раза получится идеальное печенье. Поехали! Первое печенье я решила приготовить, использовав сковороду. В сковородку насыпала 5 столовых ложек сахара и растопила на достаточно сильном огне. У меня это 7 из 10. Сахар очень быстро расплавился и начал подгорать. При такой высокой температуре контролировать температуру плавления очень сложно. Я добавила щепотку соды, перемешала. Щепотка у меня, видимо, достаточно крупная получилась, слишком много соды. Посмотрите, как все бурлит. Карамельная масса получилась неоднородная, горелая. Трудно назвать такую субстанцию стекающей, скорее всего, что-то напоминает вываливающуюся лаву. Соответственно, все это я выбросила и решила попробовать еще раз. На этот раз огонь сделала поменьше, 5 из 10. Сахара было также 5 столовых ложек, но вот соды я добавила намного меньше, вот столько. На таком небольшом огне сахар плавится немного дольше, но не горит, расплавляется достаточно однородно. После того, как сахар расплавился, сковородку я сняла с огня и уже потом добавила соду. Перемешала и вылила на силиконовый коврик. Собрать всю массу со сковородки не получалось, карамель достаточно быстро застывает. Я подождала приблизительно 30 секунд, чтобы карамель остыла, и попробовала сделать оттиск. Ничего из этого не получилось, так как карамель еще слишком жидкая. Крышечка прилипла к карамели. Но немного подождав, я попробовала еще раз, и оттиск поставила достаточно легко и четко. Поэтому точное время выдержки должно у вас быть приблизительно не менее 1,5 минут. И, конечно, надо быть очень аккуратным, так как карамель очень горячая. У меня не получилось сделать аккуратно, я капнула себе на руку. Получила ожог. После того, как печенье остынет, с коврика снимается оно очень легко. Хотели попробовать поиграть с этим печеньем, но здесь опять произошли какие-то форс-мажорные обстоятельства. Пока я настраивала камеру, карамель сама по себе треснула. Я предполагаю, что это произошло, конечно, не из-за полтергейста, а в силу того, что карамель еще не совсем остыла и разница температур сделала свое дело. На этом я не остановилась, и у меня была третья попытка, в которой, по моему мнению, я собрала и учла все ошибки, чтобы сделать идеальное сахарное печенье. Я поняла, что в сковородке готовить не самый лучший вариант, поэтому взяла сотейник. В сотейник насыпала также 5 столовых ложек сахара, приготовила совсем немного соды, вот столько в чайной ложке, а также на температуре 5 из 10 начала плавить сахар. При невысокой температуре так быстро не сгорает сахар, и вы можете его контролировать. Когда сахар расплавился, снимаем ковшик с огня, добавляем соду. Перемешиваем, и у нас с вами получилась светлая, жидкая карамель, точно такая же, как в сериале «Игра в кальмара». Посмотрите, карамель текучая, ее не надо разравнивать, она сама растекается в ровные круги. И теперь надо подождать, когда карамель остынет немного, и поставить оттиски. После второй попытки я решила, что достаточно 1 минуты ожидания и можно сделать оттиск, но минуты оказалось мало. Если еще маленький оттиск сердечко поставился, то круг не получился, карамель тянется, поэтому дождитесь ровно 1,5 минуты, и у вас получится ровный, красивый оттиск. Вот на этот раз, посмотрите, карамельное сахарное печенье получилось очень даже симпатичное. Оно светлое, не горелое, однородное, с красивым оттиском, и можно поиграть. Только дайте ему полностью остыть. Верю, что мое видео будет для вас очень полезным. Если хотите сказать мне спасибо, то лучше всего это можете сделать, нажав лайк и подписку. Поделитесь этим видео в своих социальных сетях. А сейчас мой ребенок попробует поиграть в эту игру. В любом случае считаю, что мы выиграли. Желаю вам только побед. До встречи!